В маленьком провинциальном городке, где каждый дом хранил свои секреты, жила семья Кравцовых. Их квартира на 4-м этаже типовой девятиэтажки ничем не отличалась от сотен других. Те же занавески на окнах, те же цветы на подоконниках. 15-летний Антон Кравцов часто сидел у окна своей комнаты, наблюдая за жизнью двора, пытаясь заполнить пустоту, которая с каждым днем становилась все ощутимее. Родители Антона были типичными представителями среднего класса, вечно занятые, постоянно спешащие, живущие от зарплаты до зарплаты. Мама работала бухгалтером в крупной компании, часто задерживаясь допоздна, а отец, инженер на заводе, брал дополнительные смены, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Их забота выражалась в материальных вещах: новом телефоне, брендовой одежде, репетиторах по английскому. Но того, чего действительно хотел Антон, простого человеческого внимания, всегда не хватало. Каждый вечер, возвращаясь из школы, Антон поднимался по обшарпанной лестнице, минуя чужие двери, за которыми жили незнакомые люди со своими историями и проблемами. Звук его шагов эхом отражался от стен, создавая иллюзию, будто кто-то идет рядом. Но это была лишь иллюзия, он всегда был один. Все изменилось в один осенний вечер, когда небо затянуло свинцовыми тучами, а ветер гонял по двору желтые листья. Антон, как обычно, сидел у окна, наблюдая за редкими прохожими, спешащими укрыться от начинающегося дождя. Его внимание привлек свет в окне напротив. Там жил пожилой мужчина, которого Антон иногда видел во дворе. Высокий, немного сутулый, с копной седых волос и задумчивым взглядом. Григорий Иванович, как позже узнал Антон, жил один. Каждый вечер в его окне горел теплый желтый свет, создавая уютный маяк в темноте. Антон начал замечать, что старик часто сидит у окна, читая книгу или просто глядя вдаль, будто ожидая кого-то. Что-то в этой картине завораживало подростка, заставляло возвращаться взглядом снова и снова. Их первая встреча произошла случайно. Антон возвращался с футбольной тренировки, когда увидел, как Григорий Иванович пытается поднять тяжелые сумки с продуктами. Не раздумывая, он подбежал и предложил помощь. Старик внимательно посмотрел на него, и в его глазах мелькнуло что-то странное, то ли узнавание, то ли печаль. «Спасибо, молодой человек», — сказал он тихим, но уверенным голосом. «Если не сложно, помоги донести до квартиры». Так началась история, которая изменила жизнь обоих. Квартира Григория Ивановича оказалась настоящим музеем. Старые фотографии в рамках на стенах, книжные полки от пола до потолка, коллекция виниловых пластинок и старый проигрыватель. Но больше всего Антона поразил рабочий стол у окна, заваленный радиодеталями, инструментами и какими-то непонятными приборами. «Я раньше работал инженером на радиозаводе», объяснил Григорий Иванович, заметив интерес мальчика. «Теперь вот на пенсии, но руки помнят. Хочешь, научу паять?» С того дня Антон стал частым гостем в квартире напротив. После школы он поднимался на 4-й этаж соседнего подъезда, звонил в знакомую дверь, и его всегда встречали с теплой улыбкой. Григорий Иванович оказался не просто добрым соседом, он стал настоящим наставником. Они проводили вечера за паяльником, собирая простые электронные схемы. Старик терпеливо объяснял принципы работы транзисторов и резисторов, учил читать схемы и находить неисправности. Но главное, он умел слушать. С ним можно было говорить обо всем, о проблемах в школе, о непонимании с родителями, о первой влюбленности. Однажды, когда они сидели за чаем с любимым вареньем Григория Ивановича, Антон спросил: «Почему у вас всегда горит свет допоздна?» Старик помолчал, глядя в окно, потом тихо ответил: «Знаешь, в жизни бывают моменты, когда мы теряем что-то важное. И иногда единственное, что мы можем сделать, это оставить свет включенным, чтобы те, кто нам дорог,
всегда могли найти дорогу домой. Прошло несколько месяцев. Антон теперь каждый день заходил к Григорию Ивановичу. Они вместе собрали радиоприемник, починили старый телевизор, даже сделали маленького робота, который мог двигаться по начерченной линии. Но главное, между ними возникла особая связь, которую трудно описать словами. Но однажды свет в знакомом окне не зажегся. Антон подождал день, второй, третий, тишина. На звонки никто не отвечал. Встревоженный подросток рассказал родителям, и они вызвали полицию. Когда дверь открыли, Григория Ивановича нашли в его любимом кресле у окна. Он выглядел умиротворенным, словно просто заснул. На столе стояла недопитая чашка чая, рядом лежали очки и раскрытый фотоальбом. Через неделю после похорон Антону передали коробку «Наследство» от Григория Ивановича. Внутри были старые фотографии, письма и дневник. Открыв его, Антон замер. На первой странице была фотография. Молодой Григорий Иванович держал на руках маленького мальчика. Рядом стояла красивая женщина, его бабушка. Дрожащими руками Антон листал страницы дневника. История, которая открылась ему, оказалась и простой, и сложной одновременно. Григорий Иванович был его дедом. Много лет назад произошла семейная ссора, обычная история о деньгах, гордости и непрощенных обидах. Родители Антона разорвали все связи с дедом, запретив ему видеться с внуком. Но Григорий Иванович не сдался. Он специально переехал в квартиру напротив, чтобы быть ближе к семье. Каждый вечер включал свет и ждал, надеясь, что однажды сможет восстановить разорванные связи. Он наблюдал, как растет его внук, радовался его успехам издалека, и когда судьба наконец свела их, не смог рассказать правду, боясь снова все испортить. Антон сидел на полу своей комнаты, прижимая к груди дневник деда, и плакал. Все эти месяцы они были так близко друг к другу, но так и не успели сказать самого главного. Теперь он понимал, почему взгляд деда всегда был таким теплым и немного грустным, почему он так терпеливо выслушивал все его истории, почему учил всему, что знал сам. В дневнике была и записка для него: «Дорогой Антон, если ты читаешь это, значит, я не успел сказать тебе правду лично. Прости меня за это. Но знай, каждый момент, проведенный с тобой, был самым счастливым в моей жизни. Я всегда гордился тобой и любил тебя, даже когда не мог быть рядом. Береги своих родителей, они хорошие люди, просто иногда мы все делаем ошибки. И помни, нет такой темноты, которую не мог бы рассеять свет любви». Эта история изменила не только Антона, но и его родителей. Они много говорили о прошлом, о прощении, о том, как важно ценить моменты, которые у нас есть. Мама стала меньше работать, папа отказался от дополнительных смен. Теперь они чаще собирались вместе за ужином, говорили о разном, учились заново быть семьей. А в комнате Антона, на стене, появилась фотография. Молодой Григорий Иванович с маленьким мальчиком на руках. По вечерам, когда свет за окном угасает, Антон включает настольную лампу, совсем как делал это дед. И иногда ему кажется, что в отражении окна он видит знакомую фигуру, которая улыбается ему теплой, чуть грустной улыбкой. Теперь он знает, одиночество — это всего лишь иллюзия. Даже когда кажется, что ты совсем один, всегда есть кто-то, кто любит тебя и ждет. Иногда достаточно просто поднять голову и увидеть свет в окне напротив.